Она неслышно войдет в твою жизнь. Кто же она? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, настраивайтесь на расклад. С вами Вика. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Ну, смотрите, у кого-то из вас может проиграться, возможно, приближающееся торжество. Может быть, вы недавно его пережили, да, либо же какой-то корпоративчик, день рождения. То есть вы либо недавно его уже прошли, либо вот-вот будет такая теплая, суперская встреча. Вы человек вообще такой... Вы любитель повеселиться, вы сами по себе человек веселья, да? Вы можете и сами легко заводиться, вот именно где-то кого-то подколоть по-доброму, да? Можете даже других вот заражать своим таким радостным настроением. Вы человек, который в принципе не гонится за деньгами, да, я не скажу, что прям такие сильно большие у вас накопления, но вы довольны тому, что у вас есть. И опять-таки я уже даже не удивляюсь, практически в каждой сигнификации у нас выпадает то, что вы человек, для которого важна стабильность, семья, постоянство. То есть вы человек, который не гонится за девочками, да, сегодня Маша, завтра Даша, Наташа. То есть вам не нужно перебирать женщинами, вам не нужно разнообразие в женщинах, вам важна семья. Для вас важна одна единственная женщина. Вот вы такой, да? И даже вот сейчас мне показано, что у многих из вас скорее проиграется, что ну, либо же нет женщины, либо вы можете общаться, но это скорее такое, либо общение ради общения. У кого-то это может быть переписка, у кого-то это может проиграться начало отношений, ну, только, может быть, пытаетесь как-то знакомиться. Но, в принципе, вот вы, ну, сами по себе на данный момент, хотя вы готовы к любви, вы открыты к любви, вы человек, который умеет любить, а это немаловажно. И, в общем-то, вас не пугает абсолютно перспектива, вот если случится так, если так звезды сойдутся, и если встретится на вашем пути такая женщина, которая будет соответствовать вашим каким-то, может быть, пожеланиям, вашим вкусам, да, и так далее, вы не против и жениться. Вас это не пугает. Слово брак для вас не такое страшное. Наоборот, даже, может быть, вам не очень, ну, не очень комфортно одному, да, вам не хватает той самой, может быть, даже какой-то, знаете, такой суеты семейной. Не хватает того озорного смеха детей, как бывает это обычно в семьях, правда? И как раз давайте сделаем маленький опрос. Пишите все в комментариях. Вот вы боитесь вообще, ну, опасаетесь, да, боитесь слова «мужчины не любят». Вот вы опасаетесь снова вступить в брак, да, вот повторно, даже если хорошая женщина будет, либо же нет, для вас слово «брак» и вообще сам брак не страшен. Далее, вы человек эмоций, возможно, даже проиграется, что вы водного знака зодиака. А водные знаки – это люди, которые вообще обладающие безумной интуицией. Это люди, которые живут исключительно чувствами, эмоциями. Это люди, которые очень добродушные, причем не только к своим людям, а и к другим. Вас даже можно не просить о помощи. Вы, если видите, что кому-то плохо, нужна поддержка какая-то, вы сами всегда протянете руку помощи, и для вас это, ну, норма, да. Опять-таки, посмотрите, снова мне показано, что есть среди вас много отшельников, ну, то есть одиноких людей. Вы человек, который... может быть, даже как-то связаны с юриспруденцией, либо же вы, может быть, проходите, либо недавно проходили какие-то юридические вопросы, решали, вот эти вот моменты проходили, да, там с юристами, с нотариусами, с адвокатами. Кто-то разводился, кто-то, может быть, дележкой занимался, кто-то алиментами. Но вы сторонник того, что вот если делить, то делить исключительно по-честному, по справедливости.
Вы человек, которому порой даже вот, знаете, хочется, может быть, отдалиться. Я не беру во внимание то, что вы можете проживать сейчас один, это само собой, да? Но даже вот когда вы, может быть, были в семье, вот в паре, вам, ну, жизненно необходимо вообще просто по жизни, ну, может быть, по складу характера вашего, вот просто уединиться. Это может быть еще и мужская психология. Потребность периодически уединяться, чтобы что-то переосмыслить, что-то обдумать, тем более, если есть какие-то кризисные моменты, если есть какие-то проблемы. Вы можете, ну, я не знаю, если это у кого-то есть домик в деревне, может быть, вы уезжаете на какое-то время, да, вот просто от семьи, от суеты, так скажем, да, вот. Я говорю сейчас не только вот о настоящем, да, я вот описываю вас, какой вы есть, какой вы были раньше, вот когда у вас была семья, когда вы были не один. Вам необходимо периодически, чтобы вот просто вас все оставили в покое. Вам необходимо, чтобы вам дали этот глоток воздуха, глоток свободы, потому что у вас далеко не всегда этот глоток свободы был. Ну и давайте-ка посмотрим, кто же неслышно войдет в вашу жизнь. Мне прям самой интересно. Вау! Ну вы посмотрите. Это просто вау, ребят. К вам придет сама императрица. Причем эта женщина, вот, ну она красотка. Она красотка в прямом смысле слова. Однозначно стройная, с хорошей фигурой, подтянутая, ухоженная, с отличным вкусом. Женщина, которая знает счет деньгам. Женщина, которая не будет направо-налево транжирить деньги. Женщина, которая довольно уверена в себе, но это без какой-то звездности, без какого-то такого пафоса напускного. Женщина, которой, обычно я называю таких женщин, которым мужчины оборачиваются во след. Даже женщины могут на нее засматриваться, но чисто из зависти, потому что хороша собой, потому что ухожена, подтянутая фигура. Она моложавая, либо же здесь может проиграться, ну, поскольку это общий расклад, либо может проиграться она молодого возраста, ну, лет там 30 плюс-минус, да, либо же она будет моложе своего возраста выглядеть. Но то, что ей завидуют очень многие женщины, это однозначно. Женщина, которая, в общем-то, знает себе цену, и ей очень приятно, когда ей говорят какие-то комплименты, когда ей восхищаются, восторгаются. Ну, в общем-то, здесь можно сказать, что многие люди это любят, да, но вот она без звездности, и просто это приятно, вот она кайфует, да, она знает, в общем-то, она тоже в зеркало смотрится, и она знает, что она хорошо выглядит. Это не самоцель, да, она не хочет там звездиться и так далее. Ну вот просто ей настолько приятно, вот как-то по-доброму, по-человечески, просто вот, может даже вплоть до стеснительности, вот когда ей делают комплименты, вот ей как-то очень приятно. Но она звезда, вот в прямом смысле слова. Хотя эта звезда не всегда таковой была, были у нее проблемные ситуации. Ну, давайте коротко посмотрим, да. Ух ты, и любовный треугольник у нее был. Смотрите, здесь был мужчина, который, в принципе, даже мог и магию использовать, чтобы как-то вот на нее влиять, чтобы настолько не манипулировать, настолько вот держать над ней власть. Он видел, что она хороша собой. Он очень боялся, что ее уведут, хотя опять-таки огулял сам. Понимаете, какой парадокс? Поэтому пытался как-то то ли с помощью магии, то ли с помощью манипуляции, опять же, у всех по-разному может проиграться, удержать эту женщину. Но она вырвалась из этих вот манипуляций, из его таких цепких лапищ, назовем их так. Потому что он мужчина непростой, он тоже мужчина, ну, такой с характером, довольно властный. Она не побоялась, она ушла от него, потому что дальше ей просто невыносимо было жить с таким человеком, который терроризировал, который давил, который безумно ревновал, а потом еще вишенка на торте, который еще и гулял. Поэтому, мои хорошие, это женщина, которая знает цену порядочности. Она знает, что такое боль от предательства. Она знает, что такое и унижение, и оскорбление. Она это все прошла.
Но, тем не менее, вот она осталась светлым человеком, и опять-таки у нее есть надежда на то, что все-таки Вселенная пошлет ей мужчину хорошего, порядочного, с которым у нее будут супер отношения. Она мечтает о большой настоящей любви. Она и достойна, как и вы, да, вот, ребят, она достойна этой любви, она умеет любить, она умеет помогать, поддерживать. Такой женщиной можно гордиться, одним словом. Так, давайте-ка смотреть теперь, что же у вас с ней будет. Это я так коротко описала. Смотрите, поначалу вы будете, вы почувствуете ее интуитивно, скажу сразу, что это ваша женщина. Вот вы ее, ну, 100%, вы ее прочувствуете. Кому-то это может быть как-то не верится, да? Вы можете скептически к этому относиться. Ну как я ее почувствую? Но это ваша интуиция. Это невозможно описать, у всех по-разному. У кого-то эта мысль первая пролетит, да, вот что это моя женщина. У кого-то там ёкнет сердечко, у кого-то еще какие-то физиологические реакции, да, там дрожь по коже, мурашки по коже, ну как угодно. Кстати, напишите, ребят, были у вас когда-нибудь вот какие-то реакции, вот когда вы знакомились на женщину? Вот когда вот именно знакомились, да, вот на саму женщину, вот до мурашек, там, я не знаю, в пот, может быть, кого-то в холод, в мороз бросала, я не знаю. Напишите, у кого как было. То есть вы ее почувствуете, это первое. Вы почувствуете, что это ваш человечек. Вот вы как-то, я не знаю даже, как это описать, вы просто каждой клеточкой почувствуете, что это ваш человек, что она очень светлая, что это человек, которого вы готовы будете принять в вашу жизнь. Она войдет в вашу жизнь действительно неторопливо. Это будет ситуация, когда вы как-то вот постепенно, да, вы будете общаться, но это не будет какой-то фейерверк страстей, потому что, во-первых, она не из наглых, она не будет прыгать в постель, она не будет бегать, она, в общем-то, женщина, которая самодостаточная, уверенная в себе, и она точно так же присматривается. Хотя у вас будет обоюдное такое вот сразу же притяжение. Но опять-таки, я думаю, вы уже многие заметили, что у нас тоже часто повторяется в раскладе, что и вы, и женщина частенько друг к другу будете присматриваться. И это нормальный процесс. Это нормально, что вот такая ситуация часто показана, потому что, во-первых, спасибо вам большое. Многие меня смотрят уже много-много месяцев, уже кто-то годами меня смотрит, да, у каждого свои мотивы. Но, тем не менее, я вам скажу, что это хорошо, когда вы не спешите, потому что уже когда вы обжегшийся человек, никто из адекватных людей уже торопиться не будет, просто будет подсознательный страх не наступить на те же грабли. Поэтому вы будете очень так осторожничать. Она со своей стороны, вы тоже будете присматриваться. И чем больше вы будете к ней присматриваться, тем больше вы будете понимать, что да, это женщина, о которой вы мечтали. Возможно, даже кому-то из вас она снилась. Возможно, она обладает качествами, о которых вы мечтали, вот чтобы женщина ваша была наделена. Та же забота, там, внешность, ласка и так далее. Я даже не говорю сейчас о внешности, потому что у вас, ну, понятно, внешность это все хорошо, но для вас вот именно какой-то внутренний свет души вашей женщины, это очень и очень важный момент. Она войдет не спеша в вашу жизнь. Это говорит о том, что вы будете общаться, но сначала это будут такие спокойные, да, может быть, это будут прогулки при луне, это могут быть какие-то, я не знаю, посиделки там в кафе, на шашлыки, на природу, но опять же, у кого какая фантазия, куда захотите, пойдете, но это будет сначала казаться, что может быть даже как дружеское общение, да, такое платоническое какой-то период будет. Вас это абсолютно не будет смущать, потому что вы сами будете бояться ее спугнуть. Потому что внутренне вы будете понимать, это моя женщина, да, я боюсь ее потерять, я не хочу там быть настырным, да, я не хочу тащить ее в постель, я не хочу торопить события, вот в таком плане.
у вас все будет. Конечно же, и постель, все с ней будет, но это будет так красиво, это будет как-то вот само собой разумеющееся. Вот знаете, вот мне сейчас почему-то такая информация пришла. Бывают иногда такие вот сцены в фильмах, красивые сцены, когда вот люди встречаются, да, вот без наглости. Может быть, это как когда-то вот, я не знаю, за ручку гуляли, в диковинку для кого-то это будет. Но вот даже первый поцелуй, он сам по себе разумеющийся. Вот как-то это вот как по маслу, это легко, это без принуждения какого-то, да. Вот точно так и у вас будет все легко, но неспешно. Что еще будет? Поездка, совместная поездка может у вас быть. Но опять-таки, это либо же просто куда-то на природу, может быть, у вас дача есть, может быть, и какое-то небольшое такое романтическое путешествие. Причем вы, возможно, даже сами это предложите, вам захочется и отдохнуть, потому что у вас есть и внутренний перегруз, есть немножко усталость, есть, ну, такая, может быть, последнее время повышенная нервозность, да, бессонница и так далее. Стрессовые ситуации могут проигрываться. Поэтому вы просто даже захотите вот отдохнуть с ней. Вот отдохнуть, просто покайфовать, просто где-то побыть вдвоем. И даже если это не так далеко от вашего места проживания. Вот просто уединиться вдвоем. Что будет? Да, это станет спасением от вашей боли. Ребят, те, кому сейчас очень и очень плохо, да, потому что, опять же, не забываем про общий расклад, эта женщина станет вашим спасением. Это женщина, которая войдет в вашу жизнь именно вашей спасительницей и от одиночества, и спасительницей вообще от ваших таких каких-то внутренних мук, терзаний, да, потому что вы человек, который еще может себя, ну, таким, знаете, самоедством, что ли, заниматься, себя грузите своими мыслями такими негативными, тоже есть такой момент. Но она, вот когда войдет в вашу жизнь, она у вас отберет всякое желание думать в негативном ключе. Она вот какой-то свет, что ли, посеет у вас в душе. Вот она своим светом, своим теплом. Особенно кому сейчас плохо, я делаю акцент, у кого мысли могут быть такие печальные. Она как будто зарядит вас такой энергией, таким позитивом. Она женщина, о которой многие мечтают. Вот если коротко, да, могут вам завидовать, многие могут завидовать. Причем, вот как я уже говорила, что эти отношения вы можете даже сначала скрывать. Во-первых, потому что вы будете еще до конца сразу не уверены, да, вот, а получится ли, что получится. Да, вы западете на нее, да, вы увлечетесь очень сильно сразу. Но будут еще все-таки сомнения. А как получится, а что, а будет ли, да, вот эти вот тараканчики, они периодически будут у вас появляться в голове. Ну, женщина по судьбе, что здесь еще можно сказать? Женщина по судьбе, потому вы ее и почувствуете, потому вам будет с ней хорошо, легко, комфортно. С ней вы сможете спокойно быть, вы будете даже уверены, у вас даже мысли о какой-то измене не возникнет. Вот с этой женщиной вы абсолютно будете уверены и спокойны, и будете спокойно спать, что даже если какой-то мужчина попытается флиртовать с ней, там еще как-то пытаться на нее воздействовать, да, там закидоны какие-то, она даст отпор любому. Потому что, во-первых, она знает, как больно, когда тебя предают, она знает цену предательства. Она, во-первых, она будет с вами настолько искренне, настолько по душам и беседовать, и общаться. Но вы будете сами это все, в общем-то, чувствовать. Насколько она открытый, такой чистый человечек. Здесь даже мысли у вас не возникнет о том, что она может где-то с кем-то что-то. Вот бывают такие ситуации, и я знаю реальный случай, когда вот неважно, мужчины либо женщины рассказывали, что всегда не доверяла партнерам, да, вот пыталась там наладить жизнь, с одним встречалась, да, там, вот постоянно думала, ревновала там и так далее. А потом знакомишься с другим мужчиной, и он себя так ведет, у тебя даже мысли не возникает, что он где-то с кем-то может. Потому что ты настолько глубоко уверена, ты просто интуитивно, ты подсознательно уверенный человек.
понимаете? Поэтому вы настолько будете ей доверять, у вас будет взаимное такое доверие, взаимная поддержка. Все взаимно. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!